Животные, которые были страшнее динозавров. Когда люди думают о самых опасных существах в истории Земли, первое, что приходит в голову — динозавры. Тираннозавр, велоцираптор, спинозавр — имена, которые вызывают мурашки даже у взрослых. Голливуд постарался. Теперь эти ребята живут в нашем воображении как абсолютные вершины эволюционного ужаса. Но вот что интересно. Динозавры — это лишь небольшая глава в огромной книге жизни на Земле. Они появились около 245 миллионов лет назад и вымерли 66 миллионов лет назад. Внушительный срок — почти 180 миллионов лет. Но возраст самой Земли — 4,5 миллиарда. Это значит, что до первого динозавра планета уже жила более 4 миллиардов лет. Эволюция работала все это время, и результаты ее работы порой были настолько жуткими, что тираннозавр на их фоне выглядит вполне симпатично. До динозавров, после них и одновременно с ними существовали создания, способные дать фору любому хищнику мезозоя. Огромные рыбы с костяными лезвиями вместо зубов. Змеи тяжелее легкового автомобиля. Птицы, ломающие черепа одним ударом. Морские чудовища, перед которыми белая акула выглядит как аквариумная рыбка. И большинство людей о них почти ничего не знают. Сегодня мы это исправим. Начнем с воды, потому что именно там, под поверхностью древних морей, прятались самые жуткие существа за всю историю планеты. Примерно от 370 до 360 миллионов лет назад, задолго до того, как по Земле вообще пошли первые динозавры, в морях правил Дунклеостей. Для понимания масштаба, динозавры появились в мезозойскую эру, примерно 245 миллионов лет назад. Дунклеостей жил на 100 с лишним миллионов лет раньше. Это была другая планета, другие моря, другой мир. И этот мир ученые называют эпохой рыб, потому что рыбы в нем были хозяевами. Дунклеостей был почти 10 метров в длину, обтекаемый как торпеда, с массивной бронированной головой из костяных пластин. Ни чешуя, ни кожа, а настоящая броня, которая защищала его лучше любых доспехов. Смотришь на реконструкцию и сразу понимаешь, это не животное, это орудие уничтожения. Зубов у него не было вообще. Вместо них два костяных лезвия, выступающих из челюстей. Они росли непрерывно и терлись друг от друга при каждом движении челюсти, затачиваясь сами по себе, как ножницы. Природный самозатачивающийся нож, встроенный в живое существо. Сила укуса до 8000 фунтов на квадратный дюйм. Для сравнения, укус льва около 650. Дунклеостей превосходил его в 12 раз. Исследования показали, что открывал он рот примерно за 1/50 секунды, быстрее, чем человек успевает моргнуть. Ел он без разбора – рыбу, акул, собственных сородичей, все, что двигалось. Единственная его слабость – хроническое несварение. Окаменелости этой рыбы часто находят рядом с полупереваренными, скрюченными останками добычи. Он просто выплевывал то, что желудок отказывался переваривать. Жуткий пикник, который длился миллионы лет. Геликоприон. Если Дунклеостей кажется вам достаточно страшным, значит, вы еще не слышали про геликоприона. А когда услышите, пожалеете. 270 миллионов лет назад в тех же морях плавало существо, которое больше 100 лет было главной загадкой палеонтологии. Геликоприон, похожая на акулу рыба длиной более 7 метров, был открыт в 1899 году. Российский геолог Александр Карпинский нашел окаменелость, закрученную спираль с рядом зубов, похожую на улитку или свернутый рулет, и не мог понять, что это вообще такое. За следующие 100 с лишним лет версии рождались одна безумнее другой. Зубы на носу, как нарост. Зубы, свисающие с нижней челюсти наружу. Зубная спираль на спинном плавнике, на хвостовом, внутри горла. Ни одна теория не держалась дольше нескольких десятилетий. Только в 2013 году исследователь из университета Айдахо Лейв Топанила разгадал загадку. Спираль заполняла нижнюю челюсть, работая как встроенная круговая пила. Новые зубы вырастали сзади, сдвигались вперед по спирали, как конвейер. Верхних зубов практически не было. Когда геликоприон смыкал челюсти, спираль начинала вращаться, разрезая добычу изнутри. Подумайте об этом. Ни клыки, ни лезвия. Вращающаяся зубная пила внутри живого существа, которое плавало в реальном океане на протяжении десятков миллионов лет. Самая крупная найденная особь имела челюсть шириной 60 сантиметров.
Геликоприон исчез около 225 миллионов лет назад. Только представьте, это существо плавало в реальном океане, и мы разобрались, как оно устроено, лишь в 2013 году. Кто знает, что еще мы не поняли. Фараракосовые. Астероид, упавший 66 миллионов лет назад, уничтожил динозавров. Казалось бы, конец эпохи монстров. Но природа не оставляет пустых мест надолго. Пока в одних частях света формировались новые экосистемы, Южная Америка пошла своим путем. И путь этот оказался по-настоящему жутким. Познакомьтесь с птицами ужаса, и это не поэтическое прозвище. Это официальное научное название семейства Фарусротидea, которое ученые дали этим существам за их внешний вид и повадки. После гибели динозавров птицы ужаса стали главными наземными хищниками всей Южной Америки и удерживали этот титул 60 миллионов лет. Вырастали до 3 метров в высоту, имели огромные когтистые лапы и массивный крючковатый клюв, которым наносили удар сверху вниз, как кирка пробивает лед. Одним таким ударом они раскалывали черепа животных меньшего размера. Летать не умели, им это было не нужно. Они бегали достаточно быстро, чтобы догнать большинство своих жертв. В то время Южная Америка была изолированным островом. Саблезубые тигры и гигантские волки еще не добрались сюда. Практически все местные млекопитающие были травоядными. Огромный выбор добычи при полном отсутствии конкурентов. Идеальные условия. Птицы ужаса воспользовались ими на все 100. С более крупной добычей они поступали иначе. Хватали, встряхивали, швыряли озимь снова и снова, пока жертва не затихала. Их массивные головы сами по себе были оружием. За 60 миллионов лет эволюция породила 17 разных видов этого семейства. Разного размера, с разными повадками, но одинаково смертоносных. Затем, 2,5 миллиона лет назад, они исчезли все разом, когда Северная и Южная Америки соединились через Панамский перешеек, и с севера, наконец, пришли конкуренты. Природа дала им 60 миллионов лет и отняла все за несколько тысячелетий. Платибелодон. Возьмите слона, уберите хобот, вместо него поставьте широкую плоскую лопасть из расширенных бивней, что-то среднее между ковшом экскаватора и совком. Добавьте нижнюю челюсть, выступающую вперед. Это платибелодон. Существо, которое выглядит как рисунок ребенка с очень активным воображением, но жило на самом деле. 8-20 миллионов лет назад эти родственники слонов бродили по Азии, Африке и Северной Америке. То, что выглядит как вилка или лопата, на самом деле пара расширенных резцов, составляющих нижнюю челюсть. Но для чего они нужны? Когда платибелодонов впервые описали в 1920-х годах, ученые решили – для сгребания водных растений в болотах. Логично. Но в 1992 году палеонтолог Дэвид Ламберт предложил другое объяснение. По его версии, эта челюсть работала как коса. Платибелодон хватал стволы и ветки хоботом, прижимал к нижним бивням и срезал одним движением. Встроенный инструмент для заготовки пищи — биологическая пила. К людям угрозы они не представляли. Травоядные, спокойные, увлеченные едой. Но столкнуться лицом к лицу с чем-то, что смотрит на тебя мордой экскаватором и весит несколько тонн, это было бы, мягко говоря, незабываемо. Хорошо, что они оказали нам услугу и вымерли примерно 5 миллионов лет назад. Нередко прямо рядом с реками, где кости прекрасно сохранились в отложениях и дошли до нас. Эндрюсарх. Имя звучит почти безобидно. Внешность совсем нет. От 45 до 36 миллионов лет назад в Восточной Азии жило существо, от которого до нас дошла лишь одна кость. Но что это была за кость? Череп почти метр в длину, найденный в Монголии в 1923 году. Это единственный известный образец, больше костей эндрюсарха не нашли нигде в мире. Нашедший его исследователь Рой Чапман Эндрюс посмотрел на огромные зубы, решил, что перед ним плотоядное, и, как истинный ученый своего времени, назвал находку в честь себя — Эндрюсаркус монголиенсис. По этому черепу и родственным видам палеонтологи восстановили облик существа. Получился 5-метровый зверь высотой 2 метра, похожий на огромного волка. Длинное тело, мощная голова на короткой шее, короткие лапы. Весил, по оценкам, от 800 килограммов до тонны, а возможно и больше. И вот что самое странное. Несмотря на все это, хищные зубы, чудовищный череп, телосложение убийцы —
Эндрюсарх по происхождению ближе к бегемотам и китам, чем к псовым. Это парнокопытное, с маленькими копытцами. Крупнейшее плотоядное наземное млекопитающее в истории планеты и родственник бегемота. Был ли он активным охотником или падальщиком, неизвестно. Единственный найденный череп ответа не дает, но встречаться с ним не захотелось бы ни в том, ни в другом случае. Титанобоа. Предупреждение для тех, кто боится змей. Следующие 2 минуты будут неприятными. Если не хотите слушать, перемотайте вперед. Остальные пристегнитесь. 60 миллионов лет назад, вскоре после гибели динозавров, в болотах нынешней Колумбии жила самая большая змея за всю историю Земли – Титанобоа. Длина – более 15 метров, вес – 1134 килограмма, диаметр тела – примерно с талию взрослого человека. Для сравнения, зеленая анаконда, крупнейшая змея на планете сегодня, весит около от 100 до 150 килограммов. Титанобоа была тяжелее в 7-8 раз. Рядом с ней анаконда выглядела бы как домашний питомец. Мир тогда был другим, температура выше, джунгли гуще и влажнее, реки шире и темнее. Именно это позволило змее достичь таких размеров. Рептилии хладнокровные, и чем теплее среда, тем крупнее они могут становиться. Доисторическая Колумбия была идеальным инкубатором для монстра. Из-за своего веса Титанобоа плохо передвигалась по суше и почти всю жизнь проводила в воде, неподвижная и невидимая в мутных глубинах. Охотилась из засады, могла часами лежать без движения, ожидая жертву. Когда добыча оказывалась достаточно близко, молниеносный бросок, объятие всем телом и медленное, неотвратимое сжатие. Она не ломала кости, она просто не давала вдохнуть. Ела в основном гигантских черепах и крокодилов, самых крупных существ в тех болотах. Потому что была на вершине, и соперников у нее не было. Почему она вымерла – загадка. Климат стал холоднее, джунгли сократились. Возможно, этого оказалось достаточно. Иклоптерус – морской скорпион. 2,5 метра в длину. Дайте этому факту осесть. 460 миллионов лет назад, в сеурийский период, задолго до динозавров и даже до большинства наземных животных, в морях и прибрежных водах обитал иклоптерус, крупнейшее членистоногое в истории Земли. Большинство морских скорпионов были небольшими, примерно с руку человека. Обычные, почти безвредные существа. Но иклоптерус — это совсем другая история. Представьте фейсхаггера из фильма «Чужой». Теперь увеличьте его до гигантских пропорций и добавьте способность плавать. Тело похоже на огромного мечехвоста, только намного крупнее. Задние конечности в форме весел позволяли ему быстро передвигаться под водой. Впереди огромные клешни. В 2007 году ученые нашли одну клешню. Ее длина 45 сантиметров. Только одна клешня. Представьте, каким был зверь целиком. Иклоптерус хватал проплывающую рыбу этими клешнями с точностью, которой позавидовали бы многие хищники. По некоторым версиям, он мог также выходить на сушу, ненадолго, как современные крабы. В воде ему не было равных. Конец его царствованию положило пермское вымирание около 252 миллионов лет назад. Крупнейшая катастрофа в истории жизни на Земле, уничтожившая более 90% всех морских видов. Только событие такого масштаба могло с ним справиться. Фаберомис паттерсони. Возможно, вы уже заметили закономерность. Доисторические животные нередко оказывались просто увеличенными версиями тех, что живут рядом с нами сегодня. Фаберомис паттерсони – самый наглядный пример этого правила. И один из самых тревожащих. Это был крупнейший грызун за всю историю планеты. Жил в Южной Америке, в Аргентине, Бразилии и Венесуэле около 8 миллионов лет назад. Длина тела около 3 метров, плюс 1,5 метра хвоста. Вес порядка 800 килограммов, примерно как американский бизон. Его ближайший живой родственник сегодня – морская свинка. Внешне он больше напоминал капибару, только в масштабе, от которого становится не по себе. Задние лапы были значительно мощнее передних. Ученые предполагают, что во время еды он частично опирался на них, тянувшись к ветвям. Травоядный, спокойный, никаких хищных инстинктов. Но у него были резцы длиной 30 сантиметров, оранжевые, постоянно растущие, как у всех грызунов. И любой, кто подошел бы слишком близко и напугал его, это почувствовал бы в полной мере. Фаберомис исчез около 8 миллионов лет назад по неизвестной причине.
В следующий раз, когда увидите крысу в метро или дома, просто мысленно умножьте ее на 200 по весу и искренне поблагодарите судьбу за то, что живете в правильную эпоху. Потому что встреча с Фаберомисом в темном переулке была бы совсем другим разговором. Галлюцигения. Все существа в этом списке были огромными. Галлюцигения — исключение. Она была размером с ноготь, но она попала сюда по другой причине. Ученые 50 лет не могли понять, где у нее голова. Просто посмотрите на это существо, и вы сразу поймете, почему. Галлюцигения жила около 500 миллионов лет назад. В 1977 году британский палеонтолог Саймон Конуэй Моррис изучил окаменелость длиной с полдюйма, найденную ранее в канадских скалистых горах. Прежде ее считали кольчатым червем, родственником пиявок. Конуэй Моррис не согласился. По его мнению, существо ходило на нескольких парах шипов, а на спине у него росли щупальца. Он назвал его галлюцигенией, потому что оно напоминало ничто, кроме галлюцинации. В 1991 году другие исследователи перевернули его реконструкцию в буквальном смысле. То, что Конуэй Моррис принял за щупальца, оказалось конечностями. Шипы переехали на спину, вероятно, для защиты. И лишь в 2015 году исследование Мартина Смита из Кембриджа с помощью электронного микроскопа наконец показало, где у галлюцигении голова. С парой глаз. И с круглым ртом, покрытым зубами, вероятно, чтобы засасывать воду и пищу внутрь. 3 разные реконструкции за 40 лет. Маленькая, странная, трижды переосмысленная наукой за 40 лет. И один из самых загадочных организмов за всю историю жизни на Земле — живое напоминание о том, что даже крошечные существа способны озадачить человечество на полвека. Артроплевра. Многие люди боятся многоножек. Маленьких, обычных, безобидных многоножек, тех, что иногда заползают в ванну и заставляют визжать взрослых людей. Что ж, сочувствую таким людям, потому что сейчас им станет значительно хуже. От 359 до 299 миллионов лет назад, в каменноугольный период, по суше ползала артроплевра. Многоножка длиной более 2 метров, крупнейшая наземная беспозвоночная в истории планеты. Вероятно, она была травоядной, питалась мертвыми растениями, как современные многоножки. Но внешность у нее была такая, что это не очень утешает. Окаменелые следы показывают, артроплевра двигалась быстро, шевеля сотнями крупных ног, огибая деревья и препятствия. Ее сегментированное тело было настолько гибким, что она могла принять вертикальную позу и посмотреть вам прямо в лицо, на уровне глаз. На нее никто не охотился. Слишком крупная, слишком защищенная костяным панцирем. Почему же таких гигантов нет сейчас? Ответ в химии атмосферы. В каменноугольный период разросшиеся болотистые леса насытили воздух кислородом. Его уровень достигал 30%, тогда как сейчас около 21%. Насекомые и многоножки дышат через систему трубочек в теле, и чем больше кислорода в воздухе, тем крупнее они могут становиться. Когда климат сменился на более сухой, леса сократились, кислород упал, и гиганты вымерли вместе с ними. Если кто-то говорит вам, что климат не меняется, просто расскажите ему про 2-метровую многоножку, которая смотрит вам в глаза. Мозазавр. Если вы смотрели «Мир юрского периода», вы его помните. Та сцена — тишина, бассейн, приманка на веревке над водой, и потом из глубины вылетает нечто невероятное и проглатывает все целиком одним движением. Зал замирает. Многие зрители думали, что режиссеры просто придумали нечто невозможное ради зрелища. Так вот, мозазавр был настоящим. И кино в этот раз почти не преувеличило. От 80 до 66 миллионов лет назад мозазавры плавали во всех океанах Земли. Длина от 14 до 15 метров. Вес около 5,5 тонн. Тяжелее 2 взрослых носорогов. Больше школьного автобуса. Технически это не динозавры. По происхождению они ближе к варанам и змеям. Отсюда и строение пасти. 2 ряда зубов, обычный по краям, и дополнительный ряд на небе, прикрепленный прямо к кости. Зубы слегка загнуты назад, чтобы добыча не могла вырваться. Когда мозазавр захватывал жертву, выбраться было практически невозможно. Ели они все — аммонитов, рыбу, черепах, плезиозавров, птиц. Некоторые виды специализировались на твердой добыче, раскусывали панцири и раковины, как орехи. Их останки нашли на всех континентах планеты, включая Антарктиду. Они были абсолютными хозяевами мелового моря.
без конкурентов и без угроз. Пока 66 миллионов лет назад тот же астероид, что убил динозавров, не поставил точку и для них. И напоследок, самая спорная история в этом списке. История о существе, которое, возможно, никогда не существовало. А возможно, было реальнее всего, что мы здесь обсудили. Кракен — это легенда. Морское чудовище, способное перевернуть корабль. Скандинавские саги, средневековые гравюры, голливудские блокбастеры. Никакого научного основания, правда? В 1857 году натуралист Япон Стенструп изучил большой клюв кальмара, выброшенный на берег, и сделал вывод — гигантские кальмары реальны. С тех пор наука описала более 20 видов. Антарктический колоссальный кальмар, крупнейший из найденных, весит до 680 килограммов и достигает около 10 метров в длину. Он живет в глубинах, и живым его видели лишь единицы. Но в 2011 году профессор Марк Макменамин из Массачусетса пошел дальше. На встрече Геологического общества Америки он выдвинул гипотезу. В ранний триасовый период, около 200 миллионов лет назад, в морях существовали кальмары длиной до 30 метров. И они охотились на ихтиозавров, морских рептилий размером со школьный автобус, похожих на крупных дельфинов. 30 метров. Длиннее синего кита. Основа для гипотезы — 9 позвонков ихтиозавров, найденных в Неваде и выложенных в странный, почти симметричный узор. Макменамин предположил, так кракен складывал останки жертв в своей норе, так же, как современные осьминоги собирают ракушки и кости у входа в жилище. Это задокументированное поведение у живых головоногих. В 2013 году он вернулся на место раскопок и обнаружил то, что считает фрагментом огромного клюва. Большинство палеонтологов скептичны. Прямых доказательств нет. Кто-то назвал это гаданием на чайных листьях. Фрагмент слишком мал и плохо сохранился, чтобы что-то доказать окончательно. Но вот один факт, который сложно игнорировать. Человечество исследовало лишь около 5% мирового океана. В остальных 95% — давление, темнота и холод, при которых большинство известных нам приборов не работает. Что-то там живет. Мы просто еще не знаем, что. Возможно, кракен — это миф. А возможно, просто животное, которое мы пока не нашли. И, честно говоря, учитывая все, что мы уже знаем об этой планете, второй вариант уже не кажется таким уж невозможным. Вот они, существа, которые жили на этой планете до нас, вместо нас или рядом с нами во времени. Каждая из них реальная, подтвержденная наукой, и каждая из них переосмысляет само понятие «страшный». Тираннозавр — это великолепно. Но история жизни на Земле — это 4,5 миллиарда лет непрерывных экспериментов природы. Каждое вымирание открывало место для чего-то нового. Каждая новая эра порождала своих монстров. И мы знаем об этом лишь потому, что этим существам повезло оставить окаменелости в нужном месте и в нужное время. Сколько других чудовищ исчезли бесследно, не оставив ни единой кости, мы никогда не узнаем. Список из этого видео — лишь то, что нам посчастливилось найти.